Всем привет! Не хотел я эту тему обсуждать, да, взяток, да, в Украине, но приходят новости и просто молчать уже нет смысла, ребята. В Украине задержан замминистра энергетики по обвинению во взяточничестве. То есть человечек 500 тысяч долларов просто взял себе взяточку. Здесь мы рассмотрим схемку, вы понимаете, да, какой уровень уже чиновника. Это не просто какой-то там военком, ТЦКшник и так далее. Это высший эшелон власти, да, то есть который уже крадет просто пачками. То есть я покажу сейчас фотографию задержания, там просто деньги лежат просто в таких вот картонных больших коробках, просто налом, наличкой, без всякого вообще шума. Это чтобы эту наличку привести в сторону, надо бусик было подвести. Я не знаю просто, что, давайте просто поговорим, как может быть победа, перемога, коли, блядь, ну просто без матов уже невозможно. Я сдерживаюсь, но не понимаю, как в такой степени нужно быть мразью, тварью, да, страна воюет, а ты просто не то что наживаешься там, да, там, ну, там, чуть-чуть взял, реально там, не знаю, там какие-то такие, да, незначительные суммы, ну просто 500 тысяч долларов просто наличными, просто себе в кармашек, просто сейчас мы это рассмотрим и просто охренеем, куда мы катимся, я просто не разумею. И еще такое, да, такое стратегическое, сказать, министерство, да, энергетики, ребята, реально проблемы с энергетикой, со светом, да, со всеми этой генерацией, то есть реально человек должен работать, просто отдавать себя всего, да, этому, чтобы у обычных, простых украинцев был свет, чтобы все было в порядке с энергетикой, а он такое падла, просто, я не знаю, просто дикарь, дикая дичь, просто суч недобитый, просто берет и себе 500 тысяч ворует. То есть делает себе откатик, то есть откат сделан на оборудование, да, которое перемещалось с одного региона в другой, да, то есть сейчас я покажу эту схему, ну просто вот здесь статья, я оставлю ее, конечно, почитать, чтобы не было каким-то голословным, да, что я там что-то придумал, либо какие-то это слухи, нет, это уже все подтверждено, есть фотографии задержания, то есть антикоррупционная полиция его схватила, да, как говорится, на горяченьком, то есть он тепленький, горяченький. И к чему все это? К тому, что напишите в комментариях ваше отношение, как вы считаете, когда началась, да, полномасштабное вторжение и война в Украине, да, коррупция стала еще больше или все-таки меньше? Как по мне, она стала еще больше, то есть x10, вот серьезно просто, если раньше там какой-то военком, да, брал там каких-то несчастных 500 долларов, да, то сейчас это x10, это от 5 до 10, а в некоторых областях и до 15-20 тысяч долларов, да, то есть просто получается люди, которые должны защищать, которые должны помогать, которые должны восстанавливать Украину, все делать для нее, да, для того, чтобы она развивалась, жила, да, и вот именно в таком состоянии военных действий экономика не упала, да, они берут просто себе карманы, набивают. Я же говорю, ладно, низшая прослойка, вот именно там как-то что-то, но высшие эшелоны просто. Я не понимаю, то есть это считается там элита, да, образованные люди должны туда попадать, в эти все министерства, становиться министрами, замминистрами. Это должны быть образованные люди, которые достойны этого. А туда, получается, ну, пролазят как-то, проходят, их выбирают, назначают какие-то жулики, какие-то непонятные вообще люди, кто они и шо. Люди с каким-то криминальным прошлым, непонятным прошлым, каким-то темным прошлым. Я хочу понять, ну, куда все это катится. Вот просто мне вот, я не можу зрозуміти, вот просто не могу понять, что здесь происходит. Почему до такой степени власть вообще охренела. Те, кто при власти, они просто, ну, не то что офигели, тут простыми людскими словами уже невозможно это, ну, обсуждать и говорить. Человек смотрит просто, или бабушка, которая получает 3000 пенсии, просто она в шорохе, ну как так, как так? То есть у меня 3000 человек просто 500 тысяч долларов. Это, понимаете, когда люди такие уже взятки берут, до такого, ну, масштаба поднимаются, вы понимаете, что значит он этим уже занимался не один раз. Потому что, чтобы такую схему придумать, сделать, поверьте, нужно, как говорится, немножко поиграться с меньшими бюджетами, с меньшими компаниями, с меньшим объемом отката, в смысле взяток. То есть, значит, человек уже систематически это все делал, там, не один год, да, не один раз. То есть, и это просто такая крупная, говорится, всегда там силовики, да, хотят
ну, взять на чем-то крупном, там, если там взял 10, 20, 50, это не тот масштаб, понимаете, там можно было как-то отмазаться туда-сюда. Но когда уже 500, понимаете, наликом, коробочки, все дела, тут уже не отмажешься. И обычно они ждут, да, чтобы что-то крупное пришло, чтобы уже взять за задницу этих гнид, которые внутри страны, да, сами же, ну, создают просто самоуничтожение страны и экономики. Вдумайтесь, замминистр энергетики, то есть чувак должен просто суетиться, искать, делать маневры, вещи, схемы, чтобы реально сохранить энергетику, инфраструктуру всю эту, да, и чтобы у людей был свет постоянно, чтобы люди жили нормально. То есть думать о людях в первую очередь, а оно, падла, думает только о себе. Вот они, сладкие котлетки, да, вот вам, гляньте, как все красиво, классно уложено, то есть пачки по 500, по 200, вижу, там, наверное, и по 1000 есть. То есть нормально так человечек, то есть, ну, во благо Украины решил, как бы, ну, это все сделать, наверное, в кавычках, конечно, да, для украинского народа. Наверное, брал, вот интересно, когда он будет на допросе, что он будет говорить, вот как, да, спрашивают у него, зачем вы это сделали, для таких целей, там, да, он, ну, у нас как всегда, там, я не знаю, это не мое, оно просто тут лежало, не знаю, кто-то привез. Вот они когда отмазки эти делают, это просто так смешно, обычно так и бывает, то есть я не знаю, то есть, ну, моя хата с краю, ничего не знаю, как бы вот так они всегда, эти вот ужасные люди, да, которые должны делать все для страны, а они делают только все для себя, не понимая, когда это закончится, когда это прекратится. Но это еще старый менталитет, понимаете? Вот этот менталитет, это, конечно, еще все пошло от совка, и оно дальше продолжается. Потому что, как люди, когда был дефицит, что делали люди? Всегда больше, 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 там, вот это, я говорю, просто даже по еде, муки, там 2 мешка, сахара, 2 мешка, того, консервы, больше, больше, больше. Вот оно тут и так. Нет больше, тебе не надо, а больше, а внукам, а правнукам, а туда, а всем вокруг, понимаете, чтобы все везде. То есть тут вот в Европе мы находимся, я не видел, чтобы какие-то старики, да, то есть пожилые пенсионеры брали, закупались там что-то там на года, там тот сахар, муку и так далее. Это не надо это ему. Он знает, что приедет в магазин в любой момент возьмет. А у нас люди не то что дикие, они перепуганные, потому что столько было нестабильности в периоды, что, например, я помню, как бабушка, да, ту муку, это были там 90-е, начало 2000-х, муку, 2 мешка, туда. И потом что? Заводятся там вот эти разные маленькие жучки, паучки и все в трубу, понимаете? То есть вот эта ментальность, она передается дальше. И оно на все, на продукты, на закупы. И вот то же самое на эти хабари, да, на эти взятки, это все транслируется. То есть, ну, делай ты для людей, для народа, да, получай зарплату, живи честно и все хорошо. Нет, нет, я возьму, да нет, я возьму лучше больше. А лучше еще больше, чтобы хватило, я же говорю, мне, моим детям, еще моим внукам, еще моим правнукам, чтобы все поколение жило отлично. Вот так, я думаю, они думают. Обратно же, я говорю, это ментально заложено, наверное, у всех тех, кто раньше жил в СССР. Это первое. Я не жил там, но я имею в виду, что оно уже в ДНК-коде, наверное, передалось дальше. И вот так вот все мы, да, ну, живем с такой вот ментальностью, что не хватает, надо больше, а вдруг завтра не будет, а вдруг завтра не наступит, а вдруг завтра не выплатят зарплату, а вдруг завтра заберут, поменяется власть, а война, а то, все, пятое, десятое. Понимаете, Европа уже стабильно живет сколько лет? Никаких войн, ничего, у них все стабильно, уже пару поколений живет просто на релаксе, у них даже уже тут толком и армии нигде нету, то есть они реально живут на релаксе. И получается так, что даже те, кто сейчас меня смотрит, даже я, мы не знаем, как бы мы себя повели, да, на месте вот этого вот министра, то есть замминистра, да, энергетики Украины. То есть мы не знаем, как бы мы ментально бы себя вели бы, потому что я же говорю, что вот это вот надо больше, больше, потому что завтра не наступит. Оно у каждого, наверное, присутствует, кто жил, да, там, ну, в бывшем, да, бывших республиках Советского Союза. Вот реально это, наверное, ментально оно уже передается вот так вот. Вот в Европе я вижу, что не нужно покупать много, потому что, ну, нет смысла, оно будет в магазине и завтра, и послезавтра, и через год.
То есть, а я говорю, даже вот моя мать, да, ей уже 50, и все равно она ментально тоже вот это все делает. Закупается, а больше этих, а закрыть больше, закрывашка, а в погреб, а чтоб лежало, а картошки, а больше, еще, а лук, туда, а сетка, а две, а пять. Я ж помню, как это просто, ну, весь гараж забитый. Зайдите к любым ирландцам, да, европейцам, просто я говорю Ирландия, потому что я живу сейчас в Ирландии нахожусь, да, так немцу, тыры-пыры, да нет у них таких запасов, они так не копят все это барахло, всю эту еду и так далее. Одежду выкидывают, а у нас как одежду? На дачу, туда, отдать, в село, сюда, то есть все складировать, а вдруг пригодится, нормально, то есть вот так вот мы и живем все. Я обобщаю, и во мне тоже, наверное, эта капелька есть, как и во всех вас. Надо меняться, и, возможно, измениться только если поменять полностью ментальность всей страны, но по щелчку пальцев это сделать невозможно. Давайте посмотрим на этого красавчика. Вот он, красавчик, да, замминистра энергетики Украины. Отличный парень, который просто решил взять, вот видите, просто, ну, вот, ну, на карманные расходы, там, туда-сюда, немножко так подсуетился, себя немножко так решил обогатить. Ну что, удачи ему, надеюсь, он отсидит, да, свой срок, либо пойдет все-таки служить в Збройні да, силы Украины, то есть в ВСУ пойдет и хотя бы кровью, да, очистит свою душу. А вот схема, как все это работает, да, понимаете, да, вот. И обратно же вы же понимаете, что он украл у кого? У державы. То есть у государства, потому что державне підприємство Львівська, Волинська вугільна басейну. То есть все державне, кошти державні, то есть все як ми любимо. То есть получается, человечек сам украинец и сам крадет своих же людей, у своего же народа с бюджета Украины. То есть я теперь понимаю, когда говорят, да, ну вот, американцы там уже пару групп создали, да, расследования, куда деньги деваются. И я общаюсь с людьми и понимаю сейчас по новостям, что просто, я же говорю, что когда началась война, полномасштабное вторжение, да, России в Украину, то есть у нас коррупция просто x10, это как минимум, да, то есть люди реально теперь вообще, у них не было стабильности, а теперь они вообще, ну, живут не то что одним днем, а реально думают, что завтра все закончится, и нужно быстро нахапать прямо сейчас, чтобы побольше было, чтобы всем хватило, и мне, и внукам, и правнукам. То есть вот так вот, я думаю, сейчас живут все эти чиновники. То есть я считаю так, что теперь, когда принимать как, ну, чиновников, да, брать на госслужбу, нужно реально их, ну, проверять на, ну, в прямом смысле на полиграфе. То есть, ну, на детекторе лжи это первое. Вот реально их нужно проверять просто на детекторе лжи. И периодически там каждый год, раз в год или хотя бы там раз в 2 года реально проверять их на детекторе. Задавать вопросы, и чтобы они отвечали. Вот реально, я не вижу просто... Ладно, напишите в комментариях ваше мнение, что делать с этими всеми ворюгами, как их контролировать, кого брать на работу, кого, ну, принимать. Многие сейчас стали уже против Зеленского, да, реально там, ну, многие, те, кто были за, сейчас против него. И я не знаю, как вам, ну, свою позицию сказать, вроде бы я и против хочу сказать него, но я понимаю, какая альтернатива. Назовите мне хотя бы, ну, хотя бы 3-4 фамилии, кроме Зеленского, кто сейчас может стать президентом. Кто сейчас достоин, кто сейчас реально может стать президентом. Вот реально нормальный какой-то человек. То есть я не говорю, что он суперпрезидент, но сейчас просто нет альтернативы, как, ну, как по мне, просто нет альтернативы сейчас в данных условиях. Просто кого? Тимошенко? Ну, конечно же, нет. Ну, а кого еще? Бойко, что ли, блядь, этого пророссийского гондона? Ну, кого? Кличко? Ну, блин, ну, шило на мыло, мне кажется. Кличко тоже, ну, он не отличается умом сообразительностью, просто он такой медийная личность. Как, в принципе, и Зеленский стал президентом от чего шел? От того, что он в экономике шарит или что? Нет, от того, что он просто медийная личность, хороший пиар, распиарился туда-сюда и сделал просто себя вот так вот. Ну, то есть он реально, как говорится, такой цифровой формат. То есть он такой один из первых президентов, да, который использовал социальные сети, телевидение по максимуму. И все. Ну, мы, конечно, сейчас говорим про коррупцию. Я же говорю, что просто я не вижу пока альтернативы. Я вижу, что у него куча уже ошибок, неправильных действий. Людей он находит непонятно где, с каких-то вообще, где он их, с каких подзаулков, с каких вообще, с какой подполы он их достает, этих всех непонятных ноунеймов, вообще, я их не знаю. Но и старых тоже. Где там это
Куля в лоба, так куля в лоба. Где этот кролик Сеня, блядь? Где этот гребаный кролик Сеня, Яценюк? Где этот, который кончается на... Где его стена, которую он строил за миллиарды на границе с Россией? Где этот полупокер? В Америке сидит же, наверное, и так далее. Я могу сейчас продолжить всех этих бывших, которые старые политики, что их возвращать, так они ничем не лучше. Мне кажется, еще хуже просто. Потому что они такую ересь гнали, рассказывали сказки всем, что уже просто уши вянут. Ну и вот вам схемка. Наш замминистр, видите, дает керівнику вугільної промисловості Донецької області, видите, евакуація державного обладнання, 150 миллионов гривен, пожалуйста. Что мы делаем? Мы эвакуируем Донецкой области, вы поняли, с моей родной области, место Добропилля, город Доброполе возле Покровска, Селидова. Кто знает, ставьте лайки, ребята. Доброполе, Донецкая область, это лучшая область в Украине. Была, есть и будет, потому что Донецк и Донецкая область это была, есть и будет Украина. Всегда, ребята, чтоб не произошло, но так это не делается. Так не делается. Не приходят кому-то домой и говорят, у тебя трехкомнатная квартира, вот я одну комнату забираю, потому что я сильней. Нет, так не делается. Силой ничего не решается. Только выборы, референдумы, демократия, какое-то должно быть правовое поле. То, что сейчас делает Россия на территории Украины, это нет никакого правового поля. Вот просто нету. Даже та же Херсонская, Запорожская область, которую они включили себе уже в Конституцию записали их. При том, что Запорожье и часть Запорожской области, большая часть, не голосовала ни на каких референдумах, нигде. Как это? Это как? Просто, чем? Авансом, типа, или что? Так можно проголосовать, что Киев проголосовал, Львов проголосовал и захотел в состав России. Но это бред просто, ребята. Просто бред. Так это не делается. Есть куча примеров, когда страны расходятся обоюдно. Чехословакия, вам пример. Была Чехословакия, как вы знаете. Теперь и они спокойно, две страны, разошлись без всяких военных действий. Есть какие-либо разногласия, выборы, референдум, дискуссия и так далее. Только мирный путь, только диалог, только дипломатия. Вот так вот делают нормальные цивилизованные люди. Я считаю это так. Они цивилизованные люди, раз, нападают на другие страны, и два, в своей же стране воруют бабки. То есть миллионами, 500 тысяч долларов просто сюда на базу. В той стране, где война, где экономический кризис, где не хватает денег, ничего вообще не хватает. То есть если бабки сейчас не будут давать Украине валютные фонды и Америка, то все, даже не будет денег, чтобы платить пенсии пенсионерам и инвалидам. То есть в прямом смысле не будет бабок. А вот такие вот мудаки, замминистра энергетики, им все равно, бабушка купит себе хлеба, будет ли у нее пенсия на кусок мяса, либо на оплату коммуналки, либо нет. Ему все равно. Ему главное, чтобы его сыночек отдыхал где-то в Монако, пил прекрасные виски, загорал с прекрасной девочкой на Лазурном бережку, пил майот, пользовался последним айфоном и кушал какую-то фуагра. И все хорошо. А бабушки, обычные люди, это кто? Это быдло, пусть терпят, пусть сидят, бла-бла-бла, в уши им влили, хай сидят. Телемарафон, все, давайте, смотрите свой зомби-ящик. А мы здесь будем сейчас нормальные вещички делать. Будем тут бюджетик пилить, откатики, хабарики. Все как мы любим. И вот прекрасный человечек, видите, то есть делается эвакуация. Какие-то шахты, вы поняли, уже близкие к линии фронта, их просто что, закрывают, оборудование все поднимает, и, пожалуйста, их что делает? Отправляют. Вот. Переправляют в другое, то есть другое державное предприятие, то есть угольная, да, промышленность, и все. И потом это все делается с накруткой, я так понял, да, и потом туда, оп, и потом вот эту вот разницу, они, которые откатик, они, которые отмутили, они делят замминистру, этому в Донецкой области тоже пиздюку, и какой-то теневой куратор, я так понял, что это вообще где-то должен быть в какой-то власти максимально, потому что, видите, он такой самый теневой, за него никто ничего не говорит. Все, поделили это, прикиньте, и все хорошо.
То есть все нормально, все живы, здоровы, отлично, народ пусть терпит, а мы будем дальше покупать себе джипы, ламборджини, Роллс-Ройсы, тут строить огромные особняки трехэтажные, бассейны, подогревы, заборы, охрана, все дела. Наши жены будут отдыхать там в Италии, Милан, Луи Виттон, Гуччи, туда-сюда и так далее. А вы терпите. Это так получается. Я же говорю, заметьте, у меня за последнее только вот время начались ролики, которые, ну, меня бомбит с какой-то ситуации. Поначалу я молчал, я не пытался что-то дискредитировать, да, в общем, Украину, да, и власть. Мне было неприятно, не хотелось это. Но я вижу, что творится. Творится просто жесть, бред. И как говорят, ты хочешь вернуться в Украину? В такую? Нет. Вопрос, ты за Украину? Да. Был, есть и буду, конечно же. Я за Украину, потому что это моя страна. Я вырос в ней. Да, я не родился в ней, я родился в Германии, кто не знает. Но я в Германии жил всего лишь до 2,5 года. Потому что я родился в ГДР на 89 году. То есть я к тому, что все равно Украина для меня это моя страна. Я там нашел, я там выучился, я женился, у меня родился там сын, то есть у меня квартира, то есть моя жизнь там полностью, и другого я не знаю. То, что сейчас я в Европе, это не то, да, чтобы я хотел полностью тут прожить всю жизнь. Все-таки мне хотелось бы вернуться в свой город, по тем улочкам, где я ходил, где мой сын ходил впервые. Моя квартира, соседи, друзья, родственники, то есть родные, родной воздух, да, то есть оно все равно тебя подпитывает. Тут ты все равно чужой. Так что, насчет того, что Донецкие, там, Луганская, в смысле, там, Харьков и остальные областя, они должны быть в составе, конечно же, Украины. Это не обсуждается, никогда не будет обсуждаться, ребят. Я уже только что это говорил. Нельзя зайти кому-то в квартиру, либо в дом, сказать, все, я забираю у тебя вот эту квартиру, вот, то есть вот эту комнату, потому что я так хочу. Потому что когда-то мои предки тут владели этой землей, а теперь вы здесь построили дом незаконно, хотя все оформлено законно, все приняли, а он говорит, нет, вот мой дом, я хочу забрать у вас еще эти 2 комнаты, потому что когда-то мой дед там, прадед говорил, что они тут жили, у них здесь была, не знаю, какой-то там сарай, а теперь вы здесь построили, как его, себе дом на этой территории. Нет, вот эти 2 квартиры мы забираем, ой, 2 комнаты, и все. Это выглядит так, это выглядит по-дикарски, так нельзя. И вот этот дикарь, замминистра энергетики, тоже дикарь. Просто потому что так нельзя относиться к своему народу. А он это берет, эти деньги, эти бабки, эти мани, этот кэш, эти наличные, эти зеленые, эти доллары он забирает у обычного простого народа. Понимаете, да? Он забирает. Кто-то скажет, ну это кредитные деньги. Таких придется все равно отдавать. И уже отдавать их будут, не знаю, в лучшем случае наши внуки. Если отдадут, это будет хорошо. А такие мудаки, как он, делают еще больше пропасть, еще больше эту долговую яму закапывают всех украинцев. Это очень плохо. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Пишите обязательно комментарий, подписывайтесь на канал. Я все-таки постараюсь больше снимать про какие-то позитивные вещи, да, позитивные ролики, делать акцент все-таки на то, что у нас все будет хорошо, и украинцы все вернутся к себе в Украину, да, в нашу страну, и будут жить припеваючи, и наша страна станет развитой, и мы повернемся к Европе, и нас примут когда-то в Евросоюз, и у нас все-таки будет цивилизованное общество, и люди будут думать о людях. Не каждый будет думать только о себе, как ему, чтобы было хорошо, а чтобы люди, а я имею в виду правительство, то есть тех, кто при власти, чтобы они думали в первую очередь о людях, потому что они что? Слуги народа. Понимаете? Они служат народу, они должны все делать для народа, не для себя, а для народа. Если ты не можешь делать для народа, то не иди на эту просто работу. Это как, знаете, как работать в садике, либо в школе. Если ты не любишь детей, то ты не можешь с ними нормально контактировать. Как ты можешь работать с детьми в школе, если ты ненавидишь детей, например? Это парадокс, это невозможно. У тебя это будет копиться, ты будешь злым, плохим учителем, это 100%. Если ты не любишь людей. Нужно любить народ, и тогда становиться каким-то замминистром, министром, начальником и так далее. Спасибо за внимание, всегда на связи.